Привет, это Навальный. В самом конце новогодних каникул к нам пришла новость о том, что главу компании Apple Тима Кука наказала его родная фирма. Совет директоров заявил, что Apple не достигла поставленных финансовых целей, и в связи с этим ему на 15% сократили годовое вознаграждение. По итогам 2016 года он получил вместо 10 миллионов долларов чуть меньше 9. Бедный Тим Кук. Хотя, может быть, и не такой и бедный. Почти 9 миллионов долларов в год – это по-прежнему очень большие деньги. И вы знаете, я вот смотрю на эту цифру. 8,7 миллионов долларов в год для главы очень крупной и очень-очень успешной мировой корпорации. И в эти моменты вспоминаю руководителей наших российских госкомпаний, которые совсем не такие крупные и уж точно ни разу не успешные, но платят там почему-то больше, чем в Apple. Давайте вот для начала сравним размеры наших гигантов, Газпрома и Роснефти, и саму компанию Apple. Капитализация, то есть вся стоимость компании. У Газпрома 61,4 миллиарда долларов, у Роснефти 71 миллиарда, капитализация же Apple составляет 631,4 миллиарда долларов. То есть он стоит в 10 раз больше, чем Газпром, и в 9 раз больше, чем Роснефть. И даже если объединить Роснефть и Газпром в некую такую суперкомпанию, она все равно будет в 5 раз меньше, чем Apple. Теперь давайте посмотрим прибыль, чтобы более точно оценить за последний отчетный период. У Газпрома это 13 миллиардов долларов, у Роснефти 6 миллиардов долларов, в то время как у Apple 45 миллиардов. То есть снова несопоставимо больше. И единственное, в чем Роснефть с Газпромом безоговорочно утирают нос американской компании, это зарплата руководителей. Тим Кук 8,7 миллионов долларов в год. Игорь Сечин из Роснефти 13 миллионов долларов. Алексей Миллер из Газпрома 17,7 миллионов долларов. И при этом я напоминаю вам, что Apple частная компания, а Газпром с Роснефтью это государственные. Apple, по общему мнению, управляется очень хорошо, а Газпром и Роснефть очень и очень плохо. Во главе их сидят непрофессиональные, некомпетентные люди, но получают они больше, из нашего с вами кармана больше. Как мы с вами должны к этому относиться? Лично я, как гражданин, как акционер, между прочим, и Газпрома, и Роснефти, пусть маленький, очень маленький, но акционер, как кандидат в президенты, я считаю, что такие колоссальные вознаграждения руководителям этих госкомпаний – это просто узаконенная коррупция. Да, они оформили это как зарплату, но ведь по сути, мы все это понимаем отлично, они украли эти деньги у компаний и у акционеров. Потому что такая зарплата, она просто непропорционально огромна и точно не соответствует качеству работы тех, кто ее получает. Что я с этим сделаю, если буду избран президентом? Первое. Будет возбуждено уголовное дело против Сечина, против Миллера и против тех госчиновников, которые подписали и согласовали им эти огромные зарплаты. И здесь есть факт злоупотребления служебным полномочием и факт хищения средств. Второе. По закону акционер имеет право предъявить иск о возмещении ущерба членам совета директоров компании, который нанес ущерб этой самой компании. И я бы приказал государству предъявить такие иски членам совета директоров Роснефти и Газпрома, всем, кто голосовал за вознаграждение такого размера, потому что это просто незаконная вещь. Они нанесли ущерб. Третье. Все члены советов директоров и правления этих компаний будут пожизненно дисквалифицированы и никогда не смогут быть больше причастными к управлению государственным имуществом. Это все совершенно законно, и только так можно навести порядок. Если вас устраивает вот такой мой план, то не забывайте, пожалуйста, ставить подпись в поддержку моего выдвижения. Ссылка есть в описании. И подписывайтесь на наш канал, здесь говорят правду.